Приветствую вас, дамы и господа, Дрю на связи, и вместе со мной сегодня TheGun. Привет, ребят. И мы решили посмотреть презентацию Night City Wire, на которой нам покажут что-то новое о Cyberpunk 2077. Дело в том, что изначально эта презентация должна была быть предназначена для E3 2019. Но E3 2019 отменилась, и поэтому мы будем получать информацию о Киберпанке порционно в виде вот таких вот включений онлайн. Итак, 2, 1, поехали. Все залагало, и ничего не случилось пока еще. Итак. Опять робчинг. Это как бы они намекают: братан, если ты думаешь, что копирайт-клеймы сегодня обойдут тебя стороной, ты ошибаешься. Ну, нам показывают, да, то, что было в прошлом кинематографическом трейлере. О, какая милая дама. Да, это Холли Беннет, которая работала на PlayStation Access раньше, да. Сегодня покажут новый трейлер, потом нам объяснят, что там происходит. Секретная коллаборация. Ну, покажут еще разработчиков, и нам покажут Brain Dance, вот это вот измерение какое-то новое, я так понимаю, да? О, нам уже показывают что-то новенькое, автомобили, пригород. И да, Сейчас трейлер-рок. Некоторые люди уже смогли поиграть в Cyberpunk 4 часа, вот, но это было офлайн мероприятие, то есть людей приглашали, вот. Но я в Москву не выезжал, вот. Итак, новый трейлер Cyberpunk, смотрим, у нас будет... Так. Выглядит круто. In-game footage, ребят, это из игры напрямую взято. Not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones. Не, выглядит круто. Ну, пока что мне нравится. Unless you catch a bull. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V. A pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? Что это за автомобиль Иш сейчас был? How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Jobs to grab it. Guessing it belongs to a corp. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Ну, понятно, что это не так красиво выглядит, как CGI трейлер. Тут как бы... Так, нам пока показали немножко стрельбы, что очень неплохо. Экшн-пакт такой. Да, да, да. Очень драйвово, очень с матершиной. Очень много мата. Я согласен. Вот это уже интересное что-то. Что нужно в трейлере показать? Киану Ривз, который говорит «фак». Вообще... Сейчас нам будут расшифровывать, что мы видели. Что мы увидели? What you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is Так, нам показали вот все, что в трейлере, это часть из пролога, не более. Сверху все еще надпись, то, что... 6 уникальных районов будет. Вот эта вот машина Иш, я себе ее очень хочу. Так, вы встречаете Джеки, Джеки ваш друг, так. Вы хотите найти способ обрести вот этот чип бессмертия? Вы встречаетесь с фиксером по имени Декстер Дэшон. Ну, фиксер это, если кто не знает, чистильщик, что-то типа того, то есть... Но все пошло не по плану, вся вот эта история с попыткой обрести чип, и потом случается, собственно, сама игра.
that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Oh yes, so the Mox is one Сейчас of нам the рассказывают gangs that про банду players Моксов. interact with Да, Mox throughout the называются game. The ребята. Mox is the gang that has been formed in 2076 after death of Elizabeth Borden. She was called Lizzie. Now, she was an owner Это of свежая a банда, ей всего лишь and год. former sex worker, and she was protecting working guys and girls from harassment. Значит, короче, эта банда сформирована работницами секс-индустрии после того, как одну из защитниц этой индустрии от абьюза, я так понимаю, убили. Вот. И банда сформирована вот на этой основе. Так ребята морально объединились. Я полагаю, нет нужды говорить, что в мире киберпанка что-то типа там куртизанок — это норма абсолютная. Мне очень нравится вот этот пригород. Он, конечно, Rage 2 напоминает. Да, мне тоже такие вайбы были. Ну, Rage 2, Mad Max, но пригород очень симпатичный. Я буду историю начинать как кочевник специально, чтобы увидеть пригород. Я хочу, потому что я приеду в Найт-Сити из Рязани. Вот именно вот на такой тачке, да. In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now, he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. Так, нам что-то абсолютно металлическое показали, некое живое существо или типа того, или некое роботизированное существо. Адам Смешер? О! Типичный моп из Вольфенштейна. Адам Смешер is a fully converted cyborg. Короче, полностью киборг. Лоялист Арасаки, то есть он корпоративный такой парень. Ребята, извините за путь ВКонтакте, я забыл его выключить. In this trailer, we do see some flashes of a Ripper doc called Victor Vector. I think if people have watched our previous gameplays, they might remember him. But I'd really like for you to give the people at home some more information about what Ripper docs are and how they'll be interacting. Да, нам сейчас немножко расскажут, кто такие вот эти вот доктора, которые заменяют людям конечности на импланты, интегрируют аугментации. Ну да, это хирурги. Особый тип хирургов, скажем так. Короче, аугментаторы. Ну да, как я и сказал. Специализируются на замене конечностей. Хирургия, вот это вот суперсовременная, вся вот эти истории. И они говорят, что будут несколько типов вот этих вот хирургов, и можно будет с ними строить разные отношения. Да, будет репутация. Но, видимо, какие-то из них будут работать в белую, какие-то не совсем. Ну, это так, можно догадаться, в принципе. Новости какие-то. Так, новости, хорошо. Ну, нам говорят о том, что эта игра будет трансгеном, в том плане, если вы покупаете копию игры для PlayStation 4 или Xbox One, вы получаете автоматом копию для Xbox Series X и PlayStation 5. Вот. Ну, в общем, да. То есть, и еще не все. А, еще будут несколько апгрейдов специальных графических для нового поколения. Потом, но потом, не сразу. Так, они над чем-то секретно работали, хотят это анонсировать. Со студией Trigger и Netflix они... Аниме. А, понятно. То есть они вместе с Netflix сделают аниме по киберпанку. Ну ладно. Окей. В 2022 будут запускать. Так, ладно. Так, это продюсер анимехи. Да, это уже нам рассказывают про аниме, и это, наверное, не совсем то, что хотят люди слышать на презентации игры, но тем не менее. Так как я понимаю, CD Projekt теперь владеют франшизой, они хотят ее развивать во все стороны. Или они владеют только правами делать игру.
я просто не очень осведомлен о том, насколько широко распространяются их права над этим франчайзом. Вот. Но я могу понять их желание там аниме сделать, там комикс уже будет в сентябре этого года. Вот. Так что книги, комиксы польются рекой, это все понятно. Ну и они говорят, что в аниме будет новая история, новые персонажи. Ну ладно, окей, мы поняли. Нас сейчас отведут в студию Триггер. Это не совсем то, что, наверное, геймеры хотят, когда им Ребят, я... в Триггер. А я рисовал Джо. Нет, Господа анимешники, я понимаю... Господи, какой же он серьезный в центре. Он просто меня убьет, если я не посмотрю его... Если я не посмотрю его аниме, он меня убьет, ребят. У меня нет выбора. Он меня вынуждает. Смотрит на меня как на этого, как на гайдзина, которые не могут выучить английский. Бля. Плюс там еще рассказывают то, что у Триггера это 10-летний юбилей, там все дела, и мы сейчас лучшую команду готовим для того, чтобы сделать это аниме. Ребят, я все понимаю, но я не буду играть в ваше аниме все-таки. Ладно, хорошо, что это закончилось. Можем к игре вернуться наконец-то. Я не против аниме, то есть я абсолютно... Ура, аниме! Можно теперь к игре вернуться? Ну, наконец-то. Итак, нам покажут брейн-данс. Так, это воспроизведение чьего-то опыта или чьей-то памяти, брейн-данс. И можно будет все аспекты этого опыта воспроизвести. Ну, это как в Remember Me, то есть некое возвращение в прошлое. Вот эта вот история. Говорят, там нужны запахи и все остальное будет ощутить то же самое, что чувствовал человек, в чью память вы влезаете. Ну ладно, посмотрим, как это работает сейчас. Я так понимаю, что это замена ведьмачьего чутья, новая детективная механика. Так, не делай ничего странного, не выпендривайся. Забирай кэш, выходи. И мы продаем базу данных, я так понял. Но я там просто не успел прочитать. А, мы уже в чьей-то памяти, я так понимаю. Braindance Editor. Да, видишь, у нас таймлайн. таймлайн. Ну да, слева написано, да, то, что память двигается. Ну, это вот механика из Remember Me, да. Все на пол. Хочу, чтобы... Да. Ограбление магазина с игрушками или что это? Мне нравится то, что здесь много мата. Я надеюсь, наши локализаторы переведут его, во-первых, действительно матом, а во-вторых, разнообразнее. Потому что при всем уважении к английскому языку, русский гораздо богаче в плане того, сколько тут можно придумать креативных ругательств. Симпатичная девушка, кстати. А, вот наш герой, он как бы чувствует и боль, и даже адреналиновые уровни, и стресс того, чьи воспоминания он переживает. Это прикольно. Он полностью поглощает опыт того человека, да. Да, то есть это не просто картинка перед лицом, это вот такая вот история, типа... А, вот теперь они переходят в режим редактирования этого опыта. Окей, как это будет работать? Режим редактирования опыта. А, можно будет, короче, фоторежим включать. Ага, фоторежим стал игровой механикой в Киберпанке. Ну, хорошо. Ну, пока что реально напоминает Remember Me и вот эту вот механику из Бэтменов рокстедевских, когда ты можешь осматривать сцену и находить какие-то детали во время воспроизведения. Это же было и в Детройте, то есть... Ну ладно. Так. Ну да, можно вперед, назад воспроизводить, откатывать. Нам показывают трехмерный видеоплеер. Это, конечно, прикольно. Но зачем?
You can also reset the recording. That'll take you right back to the Ну и можно будет сначала начинать. Ну спасибо, игра, что учишь пользоваться видеоплеером. Так, и наконец-то говорит, что сейчас будет весело. Я надеюсь, что это правда. Ага, в режиме анализа можно сканировать и осматривать детали окружения, которые ты видишь. Можно, например, сфокусировать пистолет. Да, и посмотреть, что будет. Угу. Вот он сканирует пистолет. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. Ага, то есть вот это вот, эта аугментация или что-то типа того, эта технология записывает даже то, о чем не был осведомлен тот, чьи воспоминания воспроизводят. То есть даже если сам автор воспоминания не знает о каких-то деталях, вы можете все равно их найти. Ну ладно. Собственно, все, что попало на видеокамеру, это когда оно записывается. То есть, типа... Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. It's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Предлагают нам немножко изучить окружение, поиграться с инструментами. Ну я понимаю, да, что это новая механика детективная, все-таки вместо вынюхивания следов. Ну ладно, это лучше, откровенно. Можно в инфракрасном спектре что-то будет отследить. Hella nice. Scanning works on peeps too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. All right, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Or I will fucking drop you. I swear to God. Well, now, fucking head off. Так, ну он забрал деньги, уходит. See that? They shot him and he never saw it coming. И в него кто-то выстрелил. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision. Then scan it. Угу. Ну да, это более, скажем, глубокая механика расследования. Это комбинация всех, наверное, наработок из разных игр. Вот. С прикольной визуализацией, то есть... Я могу вот еще сказать то, что я вижу, это в принципе довольно иммерсивно. Я имею в виду, ну, погружает в себя, то есть захватывает. Несмотря на то, что нам всего лишь детективную механику показывают. Я даже не знаю, что это за бандит, почему он напал на этот магазин. Да, без контекста тоже интересно. Да, и почему ему в спину кто-то потом выстрелил. Ну ладно. Breakdance is a pretty big part of the Cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. Сейчас нам что-то объяснят. So how this actually fits into the universe, and then there's the gameplay side. So how players. Так, сейчас нам объяснят, как это вообще работает в рамках вселенной, в рамках геймплея. Ну хорошо. I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of Говорят, что это довольно старая технология по меркам мира. Ну да, можно взять чужой опыт и воспроизвести его для кого-то другого. Как будто это происходило для вас. Но говорят, что к 2077 году эта штука стала медийной штукой, да, через которую транслируют фильмы, там, чтобы прям полное погружение было. And there are different types of those, but the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. Now that's where the person recording it actually dies during the recording. Ага, это так называемый флэтлайнер, то есть тот, кому принадлежит запись, умер в процессе ее создания,
various И, в общем-то, Вот разные You'll see вариации, that in the да, game. разные. And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years trying to figure out the best way how to use the braindance in the game as a mechanics. Ну, они what искали we have способ settled on интегрировать is это в this механике. braindance editor mode. As a player, you will be able to run the braindance in the editor mode and see different clues that have been registered. Да, on the улики можно peripheral будет находить, of детали какие-то в given сцене actor. подмечать. Now, as a player, you can slide on the timeline of the recording, back and forth. Ну да, можно будет ее trying to вперед-назад uncover вращать. different clues. Это не что-то And новое, да, это that было в clues are Детройте, actually telling a например. story in the game. So, as a player, you will run different Но это гораздо такая, investigations that да, will да, да, lead you расследование, to, мы правильно different поняли, короче, то, что это mysteries, механика and you will расследования. uncover them actually using the braindance Это as гораздо a более mechanism. проактивная механика расследования, So, чем вынюхивание as Pavel was следов, так что я saying, поздравляю we CD use Projekt braindance Red. as a storytelling tool. It's not a Вот. collectible. Но- It's not something where you're going to go in and you're going to play it and you're going to be like, I've seen this before. What we use braindance for Так, в is чем to отличие give от you a других keyhole подобных into the механик? life of the residents of Night City, and we can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the streets. So we've tried to talk about some of the aspects that we Через think эту the community штуку will нам find позволит really получать exciting, опыт but, других you know, людей, то есть while это you're не both будет here, чем-то I'd вроде love to know, голограмм. То есть what is я it имею в about виду... Так. Cyberpunk that you guys are really excited for? Ну и спросили у них еще, Patrick, why don't you start? чего они больше всего сами So, ждут от one of the Киберпанка. things that I'm most excited about in this game is the characters and the way Ну, they interact он говорит, with что the ему world. больше всего персонажи We've got нравятся, и this только они really общаются, interesting world that коммуницируют, stretches all the way back to the взаимодействуют. Cyberpunk 2020 source material and all of these events and all of those things. But those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start Тяжело with по their такому function. короткому футажу What is this оценить, насколько person? стрельба What do they продвинулась. do in the story? But we don't stop there. We go back and we figure out what was their childhood like, what was their Ну, upbringing анимации like. ближнего боя такие What вполне kind of ок. obstacles did they face in this harsh reality, and did they overcome them? And how did they overcome them, or did they not overcome them, and why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now, you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, Ну, we да, come нам up with that говорят, stuff, что- even if we storytelling, don't да, use it in the Да, game, будут because it helps рассказывать о inform персонажах us через as to who these окружение, characters плюс are. через диалоги. And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher Он говорит, team, что with Patrick and like больше everybody всего that вдохновлен и has ждет прям, stayed когда with же мы us квесты in The Witcher потрогаем их. 3 time. We really have grown so much. We have Говорит, learned so мы much, выросли and очень we крепко. used all that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything. Не будет has been филлеров, да. да, будет put все so иметь much смысл effort какой-то. into Ну, в making третьем sure that Ведьмаке everything филлеров было is довольно going мало, forward, is откровенно. interesting, is talking about characters, Прям откровенных is филлеров было talking мало. about Здесь они прям, ну, worlds, тоже обещают, что talking филлеров не about будет. emotions, like touching the player in a really, like a real way. And I just can't wait to find out what you think. Ну, им интересно узнать, что мы будем об этом думать, когда пройдем игру. When I was last in the studio, Так. I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook. Ноутбук на рабочем столе, хочет, чтобы он нам показал записную книжку. My notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because I dance salsa, and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when Что we это? were really starting Cyberpunk. At the Что very это? Это beginning, I пасхалочка wrote, для like, the тех, first кто note будет in это it все said расшифровывать, мне pretty much кажется. something along the lines of that we're starting with a Господи. prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. I remember Он годами once записывал when our какие-то штуки, а co-developers потом он их actually approached me. перечеркивал. Я не очень понимаю. They said that they want to take a look on my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures and they told me, yeah, well, you know, because we Слушай, are я знаю looking for a многих врачей, но это subject уровень for a врач плюс, note по-моему. of a psychopathic killer. Yeah, well, Я так may, полагаю, это будет find предложено maybe потом some расшифровать, highlights, найти там что-нибудь. in the game. И можно будет Ну, что-то из это этой как книги пасхалочка, найти в игре, да. для того, чтобы Thank you фанаты so much начали for копать, joining me. отсматривать I'm кадр за lucky кадром. because I Там, have так далее. read Да. some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited for people to discover them. But Ну да. before we do finish today's episode, there is Так. just one more thing we'd like to talk about. Еще одна вещь нам Earlier in this покажут. episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk. Нам говорят, то, что да, пресса получила доступ к Киберпанку на 4 часа на оффлайн-ивенте. Right about now.
Ну и сейчас они будут публиковать свои мнения и так далее. Но я скажу, что я в Москву пока не ездил, поэтому ничего сказать не могу. Ну что, Заган, давай сделаем какие-нибудь с тобой интересные выводы из всего, что мы увидели. Во-первых, что мы узнали? Будет аниме по Киберпанку. Очень полезная информация, все рады, все прыгают, все ставят лайки. Ты ставишь? Я да. Конечно. Вот. Во-вторых, нам показали новую механику, которая заменяет ведьмачье чутье и шепчущего про себя Геральта. Чем это мне нравится? Эта механика более проактивная. Чем мне это не нравится? Ну, наверное, только тем... Единственное, чем она, в принципе, может не понравиться, но мы это видели. То есть это Remember Me, Detroit, Batman. То есть это везде было, в принципе. Но в этом нет ничего плохого, потому что не каждая игра обязана быть инновационной. Они здесь используют ее несколько иначе, как я понял. То есть а не только для расследований, а еще и для того, чтобы ты, например, будучи крутым наемником, который там по лицу всем там раскидал, навалял, чтобы ты мог понять и ощутить опыт других людей, живущих в Найт-Сити. То есть, например, там, не знаю, каких-нибудь простых работяг, каких-нибудь работниц индустрии какой-нибудь особенной. Ну, вы понимаете, о какой индустрии речь. Вот. То есть, чтобы вы могли проникнуть в их опыт полностью, целиком и немножко получше их понять. Чтобы вы не получали только одну перспективу и взгляд на игру, только со стороны наемника. Ну и плюс они подтвердили то, что они уже делали в Ведьмаке. То есть, будет повествование через окружение, в диалогах будет возможность узнать как можно больше о прошлом персонажей. Персонажами прям гордятся, выпендриваются. Что мы еще узнали? Ну, как бы, по-моему, глобально по мелким кадрам можно понять, что вроде как они поработали над стрельбой и анимациями ближнего боя, и вот по тем мелким фрагментам довольно тяжело об этом судить, но вроде выглядит получше, то есть уже на таком довольно приемлемом, нормальном уровне. То есть я не могу сказать, что это прям что-то плохое, но чтобы оценить стрельбу там, например, или броул вот этот вот кулачный, нужно побольше на это посмотреть, чем 5,5 секунд. Это совершенно не репрезентативно. С другой стороны, таких вот динамичных постановочных погонь в Ведьмаке не было. То есть для людей это первая игра с таким бюджетом, и это довольно многообещающе выглядит. Опять же, на всякий случай, лишний раз повторю, не стоит ожидать от нее какого-то взрыва, прорыва, там, взрыва мозга. Это Deus Ex Open World с большим бюджетом. Рассчитывайте на это и не будете разочарованы. Я это 1000 раз повторял, и как бы... Ну, там будут какие-то элементы, он будет вариативнее, я надеюсь, чем третий Ведьмак, потому что третий Ведьмак все-таки историю вокруг Геральта, которого нельзя особо поменять в плане характера, строит. Она будет иммерсив-симная, я надеюсь. Ну, то, что она будет иммерсив-симная, нам открыто показали неоднократно. Вот. Насчет того, насколько она будет вариативная, нам еще предстоит посмотреть. Автомобиль Иш мне очень понравился. Я буду стартовать кочевником, это даже не обсуждается. Мой персонаж приехал в Найт-Сити из Рязани, он будет там жить. Вот. Что еще? Ну и квест-дизайнер показал некие записки свои, которые перечеркнуты. Это явно для того, чтобы люди могли порыться, поискать пасхалочки. И нам сказали, что следующий выпуск этой передачи Night City Wire выйдет уже через несколько недель. Вот такие вот дела. TheGun, какие у тебя впечатления от произошедшего? Что можешь сказать? Ну, слушай, я сначала подумал, что реально они показывают какую-то лейм-механику, но потом, чем дальше они продвигались в этом, тем больше я понимал, что они собрали какие-то все лучшие механики из детективных там вещей из разных игр, все это скомбинировали, очень прикольно подали в плане визуала. И главная фича всего этого — это не то, что ты расследуешь, а то, что ты сначала смотришь с перспективы того персонажа, который весь этот опыт получал. То есть это в первую очередь должно работать именно на то, чтобы ты получал альтернативную точку зрения. Ну и вообще, то есть ты чувствовал другого персонажа, как игрок. Вот. А во вторую это уже как-то тебя должно развлекать вот этим вот головоломочкой, найди все... Ну, детали, собственно, зацепки, да, и детали. Вот. А в остальном, да, все то, что ты сказал, как бы мне добавить особо нечего. Единственное, что я немножко хочу попридираться. Я обращал внимание на вставках с открытым миром, где герой ездил очень быстро на машине, где резко менялась камера, ракурс и так далее. Я заметил такую вещь, что мне в глаза бросило, что есть поп-аут объектов. То есть объекты появляются из воздуха резко. Я не знаю, какой билд игра это использует, вот эта презентация, но тем не менее вот это вот мне попало вот прям в глаз. Не то, чтобы это прям все пиздец, игра говно, нет. Но вот есть такая есть такой момент, я его заметил, и мне кажется, что, посмотрим, что будет. Насчет, там физика вождения тяжело судить. Мне, на самом деле, посмотрел, когда машина ехала, что-то мне это Watch Dogs напомнило первый. Я бы не сказал, что это хорошо. Да, машина ехала, что-то мне это не особо понравилось. Но я просто к тому, что это все равно игра не автосимулятор, поэтому я не знаю, я переживу, если физика вождения в игре будет, все-таки лучше, чем в первой Watch Dogs, где она была просто ужасной. Просто вот на уровне второй Watch Dogs я с этим жить смогу. Вот, то есть, с другой стороны, есть люди, которые ожидают игру тысячелетия, которая
которая превзойдет и перекроет все игры на свете. Не, ну эта игра, понятное дело, что и даже не про открытые миры, и даже не про вождение, вот, но... Да, она про погружение, про отсутствие филлерных квестов, про узнавание персонажей. Короче, это, ну, как бы, лучшее, что было в третьем Ведьмаке, перенесенное в игру от первого лица, и лучшее, что было в Deus Ex, о чем мы уже говорили. Но вот из этих 20 минут было тяжело выжать много информации. Я надеюсь, нам проведут как-нибудь секцию Night City Wire про боевые механики, покажут нам киберкатану, на которую я очень захайплен, потому что, ну, как бы, как иначе быть виабушником в этом мире, правильно? Вот. Киберкатану и что-нибудь такое. Я думаю, что, в принципе, я доволен. То есть не то, чтобы я на диком хайпе после этой презентации, она не поменяла моего мнения о Киберпанке, оно каким было, таким и осталось. Да вот. Но оно расширило понимание того, что это будет за игра. Вот. Я, в принципе, все сказал. TheGun, есть что добавить? Не, в принципе, все. Ну ладно, ребят, спасибо большое за внимание. Те, кто смотрит это на Ютубе, до скорых встреч. Пока.